Всем здравствуйте! Ребят, в моей коллекции есть вот такая орхидея. Так, 4 октября я ее купила. 5 месяцев. За 5 месяцев, за зиму, при хороших условиях, при освещении, сейчас тем более появляется у нас солнышко, но как минимум недели 2 назад уже солнце все вот начинает светить. Также на эту орхидейку попадает, стоит на кухонном окне. Все хорошо, все нормально, идеально. Цвести она должна будет вот так. Конкретного цветения я ее не видела, потому что я ее в магазине купила как уцененная. И эта орхидея заторможенная. Я впервые, ребят, вижу о том, чтобы орхидея, находясь даже в моих хороших, прекрасных условиях, ни разу не нарастила за 5 месяцев ни одного корня. Каких только орхидей не было, и с корневыми гнилями, и различные, и всякие разные, они наращивали корни, а это стоит. Нет. Я не скажу, что у нее нет вегетации, что она не росла, она растет. Она вот этих вот 2 листика верхних нарастила уже за это время. Они являются здоровыми. Посмотрите, вот на этом листу присутствует, ну, вот такой налетик. Его видно. Такими полосочками, мадежами. Это нормально. Вы не стираете, если вдруг у вас попадется, он такой серый. Это восковой налет. Если у вас такое будет, ни в коем случае не удаляйте, не убирайте. Это нормально. Это говорит о том, что у растения хороший, крепкий, здоровый иммунитет. Это никакое не заболевание. Ладно, листики-то мы нарастили, а корни-то ни одного. Каких, я говорю, орхидей у меня только не было. И реанимационные, и гнилостные, и всякие разные причины тоже были. Но чтобы за 5 месяцев при моих идеальных условиях ничего не нарастить, это, конечно, да. Местами у нее корешочки подпортились, но и тоже была такая погрешность с моей стороны, я ее иногда засушивала. Потом я ее стала содержать вот так вот, горшок в горшке. Сейчас я тут конкретно замочила, потому что у нее будет пересадочка. А пересадка у нее будет лишь по причине того, что орхидейка собирается цвести. И если я ее сейчас не пересажу, но это не то чтобы страшно, да, и как-то критически, но когда она хочет цвести, лучше ее посадить в новый домик. И, ребят, тоже вот ожидать того, что орхидея не наращивает корни, так долгое время я уже не могу. Единственная причина, по которой орхидея не наращивает корни, это именно мои предположения и мои замечания, что у нее огромное количество корней внутри грунта, и ей просто некуда расти. Я думаю, что я ее сейчас пересажу, пусть даже не с активной корневой. Это единственная орхидея, которую я буду пересаживать с неактивной корневой. Я в последнее время перестала такое практиковать. Я обязательно жду рост новых корней, хотя бы, ну, процентов 30, в идеале 50, только потом я начинаю пересаживать. Но здесь я ждать уже больше не могу. Мне кажется, что орхидейка требует, вот прям требует пересадки. Сейчас весна. Я думаю, что она должна нормально наращивать корни, и в новом грунте, когда уже будет большой объем, она это сделает великолепно. Тем самым для своего еще раз личного убеждения, как орхидейка вообще будет реагировать на посадку без активной корневой. Как с активной корневой они адаптируются, я это знаю. Это все идеально, прекрасно происходит. И как раз потом в будущем для новичков я покажу, как орхидейка будет себя вести. Но 5 месяцев это тоже как бы не вариант. Давайте начнем ее отсюда уже вытаскивать. Обязательно. У вас орхидея должна быть политая. Ни в коем случае насухо я орхидеи не пересаживаю. Так, здесь ничего не проросло никуда. Их легче тогда вытаскивать из грунта, и есть такие корешочки, которые прям прирастают, прилипают веломеном именно к горшкам. И когда вы насухо дергаете, вы повреждаете саму корневую систему. Поэтому лучше всего, когда орхидея политая. Грунт у нее обычный, стандартный для голландской орхидеи. Это кора.
Ничего я ей сюда не добавляла, потому что я даже в этот ком пробраться не могла. Стакана я до этого не замечала, но посмотрим. Орхидейку эту не погружала, я ее всегда поливала в поддон. Этого тоже было достаточно. И, ребят, у нее вот такой вот огромный ком корней. И просто я вытряхиваю изнутри. Кора начинает вся падать. И заметьте тоже такой момент за мной, что я никогда вот это все налипшее, наросшее, то есть когда корень сам по себе растет, и он вот даже вот в примере этого, да, корень прорастает, вот прям на кору нарастает. Я никогда не отдираю, ни в коем случае. Что остается, то остается. Что падает на низ, то падает. Потому что он врастает туда. И когда мы начинаем отрывать, соответственно, также повреждаем веломен. И корень потом в посадке он начинает гнить. Поэтому идеально, вот прям идеально, чтобы вся корневая была в посадке чистой, без единого грунта, но вне зависимости, в чем они у вас сидят, я так никогда не делаю. И вот так сейчас максимально постучу, что упадет, то упадет. Насильно здесь ничего снимать не буду. Все, в принципе-то. Да, это уж стакана его видно, что там никакого нету. Конечно, теперь необходимо удалить вот эти все плохие гнилостные корешочки. Обязательно, ребят, каждый раз, когда вы начинаете удалять корневую систему, вот прям берите корень и вытягивайте, смотрите, откуда он растет, потому что бывает ситуация разная. Вдруг здесь плохой, а там далее хороший, то такие корешочки можно сохранять. Ну, конечно, если они не имеют никакого гнилостного процесса, то оставляем. Собственно, такой корень, который я нашла. Видите, от основания, вот даже если взять и потянуть, весь он, плохой корень, остается в руках. И оставляем обязательно вот этот тяж, вот эту вот ниточку до здоровой ткани. Все снимаем. А далее, вот если бы вы взяли и отстригли от основания, посмотрите. Так, где он есть? Но я его сильно распутывать не буду, там он, потому что он дальше корень к корну прилип. И вот видите, вот он идет, вот дальше, вот его еще ответвление. И вы можете вот эти два здоровых корня удалить. Тем самым, конечно, навредите орхидейке. Нужно при пересадке оставлять максимально большое количество корней. Все, ребят, я срезала плохое лишнее. И вот такая часть хороших, богатых корней у меня остается. И как вы видите внутри, корни, они белые, даже есть местами желтые. Это ни в коем случае не больные. Они просто не видели солнца, и фотосинтез был плохой, поэтому они вот таким цветом. А здесь, конечно, у горшка они все зелененькие. Все, что твердое, мы оставляем. И вот такая вот часть корневой системы была мною состриженная. Также я хотела вот сейчас в посадку взять ее в грунт, вот даже, ну, выбрать такую самую хорошую твердую фракцию. А не буду, потому что у меня, видите, на корнях остается большое тоже количество коры, которые я никогда не снимаю. И также корневую систему я никогда не промываю, это ее микрофлора. Зачем лишний раз тоже что-то лезть и орхидею бередить? Она без этого прекрасно росла. Мы сейчас начнем здесь свои умные манипуляции проводить и можем сделать так, что корневая система, она загноится. С корневой системой я больше уже ничего не буду делать. Единственное, что я удалю вот этих два нижних детородных листочка. Можно оставлять, а можно и удалять. И, конечно, нужно прям, вот смотрю, что осталась ткань от листика. Максимально это все мне удалить. И вот посмотрите, часть листика, который я никак не могу снять, он там очень сильно глубоко сидит. Я сюда на кисточку налила фитоловин и это место просто прикрываю. Вы можете взять вообще даже активированный уголь, корицу, любое место, но обязательно это нужно чем-то прикрыть, чтобы в живую рану ничего не попало.
И то же самое вот это. Тут нижний, вот видите, он уже начинает желтеть. И в посадке он все равно желтит. Он отошел у меня хорошо. Весь полноценно. Можете заметить, у листочка есть вот такая вот чернота. Давайте посмотрим, что там на шее. Шея нормально, хорошая, чистая. Повод для беспокойства нет. Так, и еще давайте вот на ее листья посмотрим. Этот листик я его тоже буду удалять. Это тоже ее первородная. Для того, чтобы не загубить в посадку. Вот так вот все хорошенечко снимаем. Такие листья можно не жалеть. Ничего страшного в этом нет. И когда от листа ничего не остается, то можно уже ничем места вот такие не прикрывать. Цветоносик можно подрезать, можно оставить. Все, я орхидейку могу свободно теперь уже загубить в посадку. Посадка будет прямо сейчас, потому что взаимодействия со стволом никакого не было, ничего мне там срезать не пришлось. Единственное было взаимодействие с корневой системой именно вот на этом корне. Здесь была гнилостная часть, сверху я ее подрезала. Поэтому лучше всего будет брать сухие грунты. Я ее ранее хотела усадить по типу закрытой системы. Нашла вот такой старенький горшочек какой-то, другой орхидеи, ничего страшного, все нормально. Закрытую систему почему нет? Потому что вы сами видели, что гнилостный процесс, он присутствовал. Закрытая система, она с легкостью будет развивать эту гнилостную, которая еще до сих пор там может присутствовать. Поэтому обычная стандартная посадка в обычном горшочке. И объем, конечно же, нужно ей определить, чтобы он не был большим. Вот как раз объем 1 и 2 горшочек ей подходит в самый раз. Также хоть для здоровой, хоть для больной, для любой орхидеи ни в коем случае не подбирайте там 3-литровые горшки. Берите максимально, чтобы 2 сантиметра снизу, 2 сантиметра по бокам у вас пространство оставалось. И как всегда на низ кокосовое волокно в качестве аэрации, чтобы воздух проходил хорошо и чтобы корневая система также дышала. Приобретайте, ребят, кокосовое волокно по старой цене. Вот все, что я буду использовать сейчас, кокосовые чипсы Орхиату приобретайте. Я сейчас на данный момент даже Орхиату не могу купить у своего поставщика. Ее просто-напросто нет, в связи с той ситуацией, которая сейчас у нас происходит. Я не знаю, во что я буду дальше садить. Либо я вообще перестану орхиату продавать и буду использовать только для своих орхидей. Посмотрим. В общем, усаживаю ее сразу же, да. На волокно я не буду ничего ложить, потому что мне может потом не хватить пространства, чтобы орхидейка вот так сидела. Решила я для нее подобрать. Это будет ее старая теофлора, все равно с ее микрофлора. Как-никак она здесь 3 месяца отстояла. И компоненты у меня также являются влагоемкие, орхиата 18-25. И решила я в эту посадку ей добавить именно кокосовых чипсов. Я хочу поэкспериментировать с одной стороны, как орхидейка себя поведет. Вот видите, какая хорошая, мощная коринка. И все засыпаю этими грунтами. И в этот раз я хочу использовать именно кокосовые чипсы, которые в наличии есть. Знаете, сделать, наверное, 50 на 50. Посмотреть, как вообще орхидея отнесется к кокосовым чипсам. Я, конечно, в посадке обязательно чипсы добавляю. Орхидейки любят этот грунт, он очень влагоемкий. Вот я ее вчера вымачивала на 5 раз в воде. Посмотрите, воду держит, как губка. Посмотрим, как она отнесется. Сейчас, конечно, при тех условиях, что у нее были гнилостные процессы, вот прям сильно замачивать мне орхидейку не нужно будет. Я ее, возможно, буду проливать. Конечно, и засушить мне ее ни в коем случае нельзя. В основе я ее буду именно проливать. И вот так по всему периметру я орхидейку
усаживаю в новый грунт. Теперь буду, конечно, надеяться, что она уже наконец-то начнет у меня расти. Пространство я ей освободила. Орхидею выбрала я именно крупной фракции, не 9-12, как у меня есть, для того, чтобы создать побольше внутри посадки именно воздушных карманов. И немножко просыпаю теофлору. Теофлора также для поддержания влажности. И когда вот такие влагоемкие посадки при тех условиях, что местами присутствует корневая гниль, с одной стороны, знаете, если вы новичок, вы такие сильно влагоемкие компоненты можете не брать. Вы можете усадить просто в одну орхидею. Но в будущем мне нужно будет быть крайне аккуратно с поливом. Мне не нужно ее будет заливать, ну то есть погружать ровно до тех пор, пока орхидея здесь не адаптируется. Как только пойдет новый рост корневой системы, только тогда я смогу ее погружать. Также я ей под стволик, под попочку уложила именно кору, а не кокосовые чипсы, для того, чтобы мне не загноить ни в коем случае шею. Чипсы, они намного дольше держат влагу, нежели орхидея. Шея у орхидеи сейчас находится ниже, нежели по уровню горшка, поэтому я ее поднимаю кверху, простукиваю, чтобы грунт туда упал. И она уже будет у меня находиться здесь вверху, на поверхности. Все стоит не криво, стоит прямо. Я также люблю орхидейки, чтобы у меня в посадке сидели прямо. И верхний слой уже просто прикрываю орхиатой. И в заключение, вот такая посадка у меня получилась. Как вы можете заметить, я сюда ни в коем случае, вообще нигде абсолютно не добавляла мох. Потому что, ребят, это орхидея голландская. Она изначально сидела в коре. Что такое мох, она не знает. Мох мы всегда добавляем именно к азиатским орхидеям. Я изначально вообще хотела сюда уложить сверху мох, но такого я не делала. Если бы был именно азиатская какая-то орхидейка, то да, возможно. Опять же, сверху мхом мы для чего прикрываем? Для того, чтобы у нас внутри грунта задерживалась влага. И мы не забываем о том, что все равно какая-никакая часть корней, она пропала. На каких-то корнях гнилостный процесс уже ушел, но на одном корне я это заметила. И этот корень, он все равно может в будущем дать и развить какой-то гнилостный процесс. Сейчас я обязательно орхидею буду поливать именно системным фунгицидом Привикур, который я никак не могу сейчас добыть в продажу. Если он есть, он крайне дорогой, цена его выросла в 2 раза. Кто успел, тот молодец. Я себе маленечко оставила, но крайне мало. Если у вас нету привикура, то вы также можете использовать, ну, такие, допустим, как фитолавин, который тоже можете приобрести у меня. Я бы тоже могла использовать сюда и триходерму вириды. Вся корневая система, она здесь у меня виднеется. Индикаторы роста нот почему-то с одной стороны только она у меня виднеется, а там я ее спрятала под корой. Ну ладно, буду ориентироваться только именно на эту часть корневой системы. Сейчас тоже в качестве эксперимента я взяла 50% кокосовых чипсов, 50% орхиаты. Я прекрасно понимаю, что какой-никакой, но гнилостный процесс он есть. А если вы новичок, такую посадку лучше всего сделайте в одну орхиату. И немного присутствует также ее старой циофлоры, буквально горсточки для поддержания влажности. Как я ранее сказала про полив, обязательно в каждый полив, но там посмотрим, а вообще привикур, он добавляется раз в 14 дней. Пишите только лишь от этих чисел. Но за каждый полив, да, если у вас каждый полив происходит 3 дня, но смысла нет его туда лить. Все, я вот от 14 дней буду смотреть. Сейчас на данный момент корневая, она у меня политая. Как только я замечу, что корневая система у меня просохла, грунт, он сам по себе сухой, единственное, но нет, здесь сухая только лишь орхиата. На данный момент я буду ориентироваться по корням. За 5 месяцев моих наблюдений, вот что орхидейка находилась у меня, мною было замечено. Обязательно, ребят, замечайте, наблюдайте. Каждая орхидея – это индивидуальность. У каждой орхидеи что-то свое. И когда, вот почему я, как ранее
вам сказала изначально, почему случилась именно та ситуация, что гнилостный процесс. Я ее засушивала. Но засушивала я ее, видите, по причине того, что у нее огромная часть корней вот в этом горшке, и ей не хватало влажности. Чем больше корней, ну, допустим, процентов 70 от грунта, тем чаще приходится их поливать. Я ее засушила, потом, может быть, дала большое количество воды, и пошел гнилостный процесс. Я его смогла предотвратить, но тем не менее, ориентир именно держать я буду у нее по корням. Далее я орхидеи буду только лишь проливать. Погружать не буду, почему я вам уже сказала, обязательно с привикуром ровно до тех пор, пока я не увижу рост новых корней. Посмотрим, как данная заторможенная орхидея себя, конечно, поведет. Я ее почему-то называю заторможенной. Я не скажу о том, что да, я не люблю орхидеи, вы знаете, что я их вообще обожаю, но эта орхидея повела себя так, что я имею полное право называть ее заторможенной. И у многих тоже возникнет вопрос именно в плане цветоноса. Можно ли такие орхидейки пересаживать, ну, когда вот идет рост, там почки, цветение и все такое. В моей практике случалось такое, что вот эти вот цветоносики, которые здесь растут, я их даже пересаживала на тот момент, когда начинали формироваться бутоны, но там была активная корневая. Без проблем. Все доращивалось, все наращивалось, и также орхидейка процветала. И если у вас есть вообще такие сорта, которые цветут постоянно, мне многие об этом говорят: Лена, что делать? Я бы вот на такие случаи вам посоветовала, как у меня. Как только заметили, что почка нарастает и орхидея при этом нормально, с активной корневой, прям берите, пересаживайте. Можете дождаться того момента, когда тоже, если у вас там нет времени, бутончики наросли, тоже и берите, пересаживайте. Я ни в коем случае орхидеи не трогаю, когда уже большой достаточно бутон, мне сегодня-завтра ему открыться, и орхидейка начинает цвести. На момент цветения я их также не пересаживаю. Все, ребят, буду обязательно за этой орхидейкой наблюдать, за ней следить, в полив ей все давать. Пожелайте ей скорейшей адаптации, восстановления. Казалось бы, ситуация обычная пересадка, но необычная ситуация абсолютно нет. Даже в моей практике это впервые, когда за 5 месяцев орхидея ничего из корней не нарастила. А я желаю, чтобы ваши орхидейки вас радовали новыми корнями, новыми листочками, цветочками. Всем всего самого доброго, всем пока!